Всем здорово, всем здорово, всем привет. Надеюсь, очень надеюсь, меня видно и слышно. Всем привет. Надеюсь, меня видно и слышно. Сегодня, в общем-то, не совсем, может быть, верно дал информацию. 5 лет каналу, скажем так, канал был создан, наверное, лет 10 уже назад. Но создан он был, скажем так, потому что появилась мода создавать каналы. На нем не было абсолютно никаких видео. И вот в таком вот состоянии, просто созданный, зарегистрированный, он стоял, ну, лет 5, наверное. И вот первое видео на канале вышло как раз 5 лет назад. Спасибо, Эдди, за поздравления тоже. Значит, что у нас получается по каналу, по нашему. Расскажу, давайте тогда его историю создания, как он создавался, какие были, в общем-то, мысли относительно этого канала, к чему это шло, так далее и тому подобное, и же с ними. Вот, а вы вот там вот сбоку тогда пишите вот там вот свои комментарии, что думаете по этому поводу, ну и так далее и тому подобное. В общем-то, как я уже сказал ранее, 10 лет назад примерно создал сам канал, точнее зарегистрировал. Ну, вот он даже больше там времени прошло, висел мертвым грузом. И вот 5 лет назад появилась мысль заняться, значит, спасибо внеформата, появилось желание, в общем-то, заняться блогерством или блогерством, как это называют, видеоблогерством, наверное, будет правильно так сказать. Поначалу тематика еще канала была абсолютно непродуманная, в общем-то, абсолютно не соответствующая тому, что на нем творится сейчас. По тому времени я любил лазить по различным заброшкам, то есть, ну, различным, можно сказать, заброшенным зданиям, различным заброшенным объектам. Также катался на 4Х4 внедорожнике, говоря по-русски. Ну и все эти вылазки свои снимал, в общем-то, на видео. Снимал что-то еще, какие-то вылазки, я уже, честно говоря, даже не вспомню. Там в аквапарке в каком-то, ну, абсолютно вот такая вот банальная дикая развлекуха была. Потом обратил внимание, что больше всего народу нравится тема про вылазки, более-менее еще как-то держится, народ немножко смотрит во всякие развалины и так далее. Больше всего народу интересна тема касаемо автотранспорта. Внедорожников, выездов всяких в грязи там. А, вот, э, Поэтому видео касаемо вообще, там, не знаю, развлекухи всякой, с этого канала начал потихоньку убирать, удалять, потому что, в общем-то, его никто практически не смотрел. Основная масса народа смотрела 4Х4 наши, значит, поездочки, спасибо, Алена. Выездки всякие в грязи, понятное дело, на внедорожнике и так далее. И, соответственно, параллельно с этим начал, в общем-то, снимать видео по прокачке. Еще моя старая Nissan Tirana. Спасибо. Бар, Бардо, Бадро ЗТ. За поздравление тоже. Начал снимать тогда Тирана первый, был Nissan. Начал снимать про всякие прокачки машины. Спасибо, Александр. Значит, и получается, обратил внимание, что съемки про всякие прокачки машины на самом деле народу намного более интересны, зрителям, подписчикам. И заметил, когда выкладываю про всякие тюнинг машины и так далее, вот эти видосики, народу, в общем-то, это более интересно затекает, в общем-то, и больше людей подписывается, глядя вот именно на эти всякие дела. В общем-то, откровенно скажу, по железу в машинах я абсолютно не силен. Спасибо, Сергей.
Вот, значит, поэтому, ну, по железу всякие дела, допустим, непосредственно мотор переставлять, мне помогали другие люди, в общем-то, не я сам делал это, понятное дело, я сам делал исключительно электрику, в общем, так занимался электрикой и заметил, что, в общем-то, когда делаю какие-то электрические дела, в общем-то, людям это нравится. По самому началу я расскажу вполне откровенный буду. Канал вообще абсолютно не рассматривался, как вы уже поняли, ни как какой коммерческий проект абсолютно. Мне было интересно просто предоставлять информацию людям. Вот. Как помните, по самому началу я и по иммобилайзерам по этим больше темы давал. Именно больше секретов, скажем так, открывал. Сейчас секретов открываю, но немного меньше, понятное дело. Скажу откровенно, в общем-то, сыграла свою роль, значит, когда камеру тогда разбил. Люди помогли, конечно, Винчестер тоже там умер, один было дело. Ну, в общем-то, скажем так, немножко начал постепенно канал превращаться в более коммерческий проект. Спасибо, Таир, тоже с поздравлением. Вот, понятное дело, приветствую, Геннадий. Значит, как я уже говорил ранее, канал начал постепенно превращаться, скажем так, немножко в финансовый проект. Так, и будет сидеть с клюшкой и на шиночиповщиков. Ничего не понял, ну ладно. Вот, значит, о чем я говорил-то. Ну да, значит, так, сбил немножко. Вот такая, в общем-то, была история у создания канала. Тут смотрю, внеформат, мне кажется, начинает немножко грубить, или я, может, не совсем верно понял. Так, наверное, не совсем понял, ну ладно. Будем считать, что это был немножко плоский юмор, или я немножко отчасти затупил. Пока бана лепить не буду. В общем-то, вот такая история была создания канала. Вот, в общем-то, с чего все начиналось. А потом канал, в общем-то, развлекухи и так далее перебрался у меня на мой второй вариант. Значит, на канал, который сначала был про похудение и так далее. Вот. А потом, в общем-то, по похудению, когда добился каких-то целей, снимать там уже было тоже нечего. А здесь народу, в общем-то, про мотоциклы не сильно нравится. И тот канал постепенно начал переходить, кроме спорта и так далее, моего сбрасывания веса, также и путешествий, стал переходить, точнее, в путешествия и в мотоциклы. Вот так вот. В общем-то, вот такое было становление канала. Понятное дело, очень благодарен всем подписчикам, зрителям. Понятное дело, ну куда уж без хейтеров там. Ну, хейтеры у всех должны быть каналов. Поэтому пока хейтеры особо не борзеют, в общем-то, банов им не раздаю. То есть, понятное дело, в общем-то, в банах там буквально только пару человек у нас есть. До сих пор. Собственно, вот такая вот история создания нашего чудесного, замечательного канала была. Что у нас будет в будущем на канале? Понятное дело. Значит, в будущем. Понятное дело, будет развитие канала. Как я уже говорил ранее, у нас есть некоторые разработки, показывал уже их в прошлых стримах. Также сейчас становление идет файловой базы, файлового сервера. Немножко будет другой формат, в общем-то, файлового этого сервера, но об этом я скажу немножко позже. Всему создан сайт, форум для людей. Заходите, там тоже будет много полезного. Кто не в курсе, давайте уже пройдемся, посмотрим, что у нас где как есть. Значит, вот наш, собственно говоря, канал. Так, где он там? Он здесь. Мой канал. Открываем. Ну вот, собственно говоря, сообщество. Здесь проводим, как я уже говорил ранее, голосование.
для следующих стримов, какие будут, не забываем сюда заглядывать. Вот наш сайтик, собственно говоря. Вот Telegram, сюда заходим в чат. Довольно интересно, я думаю, много кто кому чем поможет. И, собственно говоря, наш замечательный форум. На форуме, я думаю, много чего можно найти полезного. Поэтому заходите. Думаю, многим здесь будет интересно. Вот так вот. Сюда заходите тоже. Ну, в Telegram. Тут коллектив довольно дружный, все всем могут помочь. Вот такая вот история. Да, твоей старости. Будешь сидеть такой старенький, с клюкой и всяких демпингеров жизни учить. Ну, когда-то все были демпингерами, а новичками, скажем так. Цены, я сомневаюсь, что кто-то сбивает особо. В первую очередь надо разобраться, почему сбивают цены. В общем-то, я так понимаю, намек понял, о чем идет речь. Почему-то новичков многие алдовые называют демпингерами, да, демпингистами. Нифига, я ж вам нифига не показал. Ладно, давайте поговорим уже по демпингистам, потом вернемся дальше. Покажу, где что. Я сам против сбивания цен. Надеюсь, это все прекрасно понимают. Но почему-то те, кто давно уже занимают на какой-то территории место, вот там СТОшка или так далее, почему-то, когда появляется кто-то новый, может быть, делает лучше, хуже, или новичок там, допустим, почему-то против него, в общем-то, воспринимается как-то агрессивно он. И почему-то его начинают засирать, что вот он сбивает цены. Хотя меня в какой-то промежуток времени, в общем-то, один мой знакомый, ну, можно сказать, конкурент, коллега, не знаю, как правильно сказать, в общем, занимается тем же проектом в том же городе, постоянно говорил, что я сбиваю цены. Хотя я до сих пор, в общем-то, на розницу цены не опускал и опускать не собираюсь. Вот, и думаю, дай-ка я приколюсь над ним. Позвонили с другого телефона, предложили эту работу делать. И вот этот человек, который меня пытался обозвать демпингистом тоже, да, сбивающим цены, назвал цену в 2 раза ниже, чем называю я. Ну и как после этого относиться? На самом деле, мне кажется, вопрос не в том, кто какую цену делает, а кто как делает. Если человек делает нормально, к нему пойдут делать за любую цену. Поэтому, в общем-то, я не особо переживаю, если даже вокруг меня появится 10 или 20 демпингистов. Потому что люди пройдут по тем, скажем так, конкурентам и по результату все равно вернутся ко мне. Но я тогда смогу заработать еще больше. Поэтому я, в общем-то, по поводу сбивальщиков цен особо не переживаю, если честно. Вот так вот. Вот, почему такой грустный? Да не грустный, на самом деле просто устал. Сегодня ночью только 5 часов спал. Работа тоже была некоторая, в поездке был. Вот, могу продемонстрировать даже. Вот так, программка запустится. Ну да, вот, собственно говоря, 5 часов 1 минуту сегодня спал ночью. Поэтому, может быть, немножко вымотанный такой. О чем говорили ранее, алкоголь не употребляю вообще, в принципе. В общем-то, сказал в свое время, где-то год, наверное, полтора назад, в канале Telegram, немножко, может быть, был, нет, может быть, 2 где-то, да, где-то пару лет назад в канале Telegram, который был нами создан, немножко нагрубил. После этого пришел к выводу, что употреблять алкоголь, в общем-то, это не мое. Поэтому алкоголь не употребляю в принципе. Это касаемо алкоголя. Вот так вот. Наверное, самое тяжелое, что пью из алкогольного, это кефир или квас. Вот. Но не крепче, не на градус. Вот такая вот ситуация касаемо алкоголя. Вот. Это по поводу чего грустный. Подарок как дари, да. Ну, в принципе, можно какой-нибудь розыгрыш устроить. Давайте, наверное, на понедельник устроим какую-нибудь опять загадочку вам. Есть тут пару вариантов интересных. Кстати, касаемо новой полезной информации, пожалуй, расскажу. В ближайшее время сделаю, в общем-то, интересные видосы. Я думаю, многим будет интересно. Пока скажу, в общем-то,
через старый добрый ELM 327. Я думаю, некоторые уже в курсе этого, некоторые не в курсе. Можно далеко не только блок управления двигателя читать, а также полностью читать некоторые машины. И моторы, и коробки, и подушки, и все. И это далеко не только Ford, это также Renault, это также Mercedes, это также Volkswagen, это также все Ваги. И, в общем-то, это не только эти машины, еще попадают Альфы, значит, с Фиатами. Ну, в общем-то, об этом я сделаю в ближайшее время отдельный видеоролик. Я думаю, многим это будет интересно. Вот так вот. По поводу, как с обычной дешевой ELM 327 можно читать эти машинки. Не только двигатель, а, в общем-то, все блоки. Я думаю, многим это будет интересно. Вот. Ну, не думаю, что только демпингерам. Вот, потому что, как я сказал еще раз, демпингеры что умеют делать? Уваливать блоки, читать только ошибки, а не делать диагностику и не восстанавливать. В общем, такая картина. Поэтому, как я повторюсь, относительно демпингистов, демпингеров я абсолютно спокоен. С негативом от старших товарищей сталкиваюсь до сих пор, хотя некоторых я могу уже чем-нибудь научить. Да, в том-то и дело, в том-то и дело. Как я уже говорил недавно на наших замечательных стримах, почему-то, когда на некоторых форумах задаешь вопрос, тебе вместо того, чтобы помочь на этот вопрос, дать ответ, начинают заливать грязью, что неправильно задал вопрос, плохо поставил формат вопроса, не так заполнил. Поэтому, в общем-то, вот. Не нравится мне то, что сейчас творится. Кто-то, кто до чего-то дошел коллективом, в общем-то, группой один помогал другому и так далее. А по результату дошло до того, что, ну, в общем-то, сейчас тех, кто новые приходит в этот бизнес, принимают не с распростертыми руками, а встречают с выставленными штыками. Вот так вот. Мне кажется, это некрасиво, потому что тем, кто пришел ранее в этот бизнес, было, мне кажется, в этом плане немножко проще, потому что коллектив был более дружный. Вот такая вот картина. Можно много читать, главное знать, как общаться с блоками, программами. Лишь программы нам... Конечно, все верно говорите, да. Абсолютно согласен. Диагностика — это не читать ошибки. Надо знать, какой датчик, какое показание, где должно что чему соответствовать. Также диагностический сканер — это не приспособление для диагностики, это только облегчает путь, это не панацея. То есть вот подключил сканер и нашел все ошибки, уже все классно, и ты знаешь, что ремонтировать. Как я уже говорил ранее, вот живой пример, ну банально, вот банально до ужаса. Ошибка датчика распредвала. Это же не значит, что надо менять датчик распредвала сразу бежать. Она может выскочить из-за перескочившего ремня, грубо говоря, сбитого зажигания, из-за того же, да, там вариантов в целом шок проводки, из-за мозгов, да, чего угодно может быть, в общем-то, связанного с этим. Это просто направляет, куда надо лезть и что надо делать. Потому что, в общем-то, бывает, какая-то машинка попадает под раздачу дико начинающегося пионера, который там полмашины уже своими ошибками поменял, а по факту решение проблемы так и не пришло. Поэтому, в общем-то, я абсолютно уверен, что демпингисты своими низкими ценами не сбивают цены, а наоборот дают возможность толковым, грамотным мастерам показать на своем сравнении, что эти мастера лучше. Собственно, вот так вот я считаю. Так, Сергей Снегатенов, старший товарищ, сталкивается до сих пор. Да, как я говорю уже, некоторые товарищи из псевдоалдовых, которые сами до сих пор умеют только ошибки читать. У меня есть несколько таких знакомых, в общем-то, не буду показывать пальцем. Диагносты с них далекие, в общем-то, очень далекие. До сих пор только ошибки, наверное, и умеют читать. А по факту начинаешь с ними говорить носом кверху, вот такие, все, смотрят на тебя, что-то приперся сюда такой. Вот такая вот, в общем-то, картина. Поэтому я, в общем-то, абсолютно спокоен, абсолютно уверен, что переживать из-за демпингистов не стоит. Хотя, вот, кстати, но новички некоторые довольно грамотные и встречаются. Не буду называть, чтобы никого не перехвалить, но у нас в чате, у нас на канале есть очень грамотные люди,
которые пришли в этот бизнес очень недавно, даже знаю некоторых, которые еще это как увлечение только свое используют, не работают в этом бизнесе, но, значит, это самое, в общем-то, очень грамотные, настолько вот требовательные к построению вопроса. Какая-то машинка есть, настолько щепетильно разбираются со всеми деталями. Ну, в общем-то, хвалить только остается и возгордиться этими людьми. Вот, так, такая картина Рус. Так, ваше мнение, почему масса, почему ноль? Разница. Мне кажется, это просто разные трактовки. Может быть, я не прав. Но я считаю, что ноль, допустим, смотрите, если так рассматривать ситуацию. Есть, допустим, плюс 5 вольт, а ноль это относительно этого плюс 5 вольт, например. Ну или плюс 12, то есть возьмем какой-то потенциал. Поэтому, ну, ноль это вот как раз 5 относительно этого нуля. Ну и, соответственно, в общем-то, думаю, что связано с этим. Масса. Ну, мне кажется, тут, может быть, слово само масса пошло. Почему? Я, честно сказать, может быть, в трактовке я и не верен, но мне кажется, что это чем-то связано с, может быть, и ноль с этим же связан, с трехфазником. То есть, по большему туда плюс, туда минус, а вот ноль посередке. Ну, может быть, масса, может быть, тоже как-то так связано. Ну, почему на схемах везде рисуется масса? То есть вот штришок вниз и чик-чик-чик, три палочки внизу, эти уменьшающиеся. Может быть, я и неправильно говорю, но я воспринимаю так эту картину. То есть мне кажется, что, ну, опять же, масса. Заземление пошло от чего-то. Может быть, я и неверно говорю. Давайте на самом деле, что гадать-то? Давайте посмотрим, что нам говорит по этому поводу Википедия, да. Википедия, масса. Да, ну давайте посмотрим. Масса значения. Давайте вот вместе это все почитаем. Мне, честно, самому интересно. Скалярная физическая величина, определяющая инерционное и гравитационное свойства тел. Нет, это не та масса, это масса тела. Так, гравитационная масса, измерение масса, свойства масса. Ну, тут масса больше вес получается. Ну, то есть вес-то, понятно, уже у нас с этим самым. Ну вот, отрицательно. Нет, это гравитация. Немножко не та масса. Этимология понятия. Масса и энергия. Может, где-то здесь будет. Энергия объекта, его масса. Нет, это не то. Это если что-то бросить куда-то. Честно сказать, не знаю, врать не буду. Напишите свои мнения, вот там, кстати, слева интересно мне тоже. Так, что там пишут еще? Масса для лампочки, 0 это для датчиковой аппаратуры, точка отсчета. Ну да, отношение, то есть от нуля до чего-то. Массовый провод, то есть провод общий для всех потребителей. Ну, общий относительно чего? Если с точки зрения сказать общий, то общий плюс может быть. То есть тот же опорное напряжение какое-то, если взять, которое висит на многих датчиках, то он тоже общий плюс получается. Наверное, минус вот сказать не совсем верно. Но минус он относительно плюса получается, а так вообще минус это ноль. Ну, то есть вот так вот. Спасибо, Богдан, за поздравления тоже. Кстати, да, на самом деле интересно, напишите свое мнение, если в записи смотрите потом внизу, почему масса. Ну, то есть с минусом понятно, то есть это когда ниже нуля. Ноль это у нас посередине получается, то есть вот какое-то опорное напряжение, допустим, или рабочее напряжение, или какой-то потенциал, он идет от этого, от нуля, то есть кверху.
Минус это то, что ниже у нас получается. То есть, грубо говоря, амплитуду, если взять 0 середина, у нас может быть выше нуля и ниже. А вот все-таки почему масса пошло? На самом деле интересно. Напишите, напишите, напишите. Что-то это интересно. Электрическая масса, да? 0 для переменки. Ну вот я и говорю, 0 он получается больше, наверное, для переменки. Либо, да, когда отрицательный. Ну-ка давайте электрическая масса посмотрим. Так, электрическая масса. Масса. Так, стояночка, я не переключил камеру сюда на всех. Давайте, чтобы всем интересно было. О, видите, электрическая масса даже нет такого. Эффективная масса. Масса. Электротехника. Вот. Ну вот, смотрите. Масса электротехника есть. Он же корпус, он же минус. Но вот почему минус, опять же, получается немножко нестыковка. Термины в электротехнике и электронике, применяемые в целях постоянного тока, силового управления и измерения, используются в транспорте общего и специального значения, авиации, космических аппаратах. Массой называется провод, соединяющий минусовой вывод. Но почему минусовой, когда от него у нас идет наоборот потенциал кверху? Тоже не совсем верно, мне кажется. С корпусом изделия, в котором он установлен. А вот опять же, допустим, некоторые минусом управляющиеся блоки у нас там плюс на самом изделии, скажем так, присутствует. Поэтому тоже не совсем верная трактовка. Положительный вывод электрического элемента может соединяться, к примеру, с источником питания, образуя замкнутый контур, от которого потечет ток массой. Может быть не только провод, но и корпус самого электроэлемента. Ну, так он и плюсом может быть. Я же, как уже говорю, допустим, взять сравнение, например, анодный вывод диода, на который накручена гайка. Исторически сложилось так, что использовать в качестве носового провода корпуса изделия было экономически обосновано экономией материала, в том числе дорогостоящих проводников, и с целью уменьшения массы изделия. Это решение было... массы изделия. Вот откуда, наверное, слово. Настолько простым и рациональным, удобным в использовании, что термин сохранился. Вот, то есть, если верить Википедии, масса пошло от того, что уменьшается масса изделия, сам корпус. И вот на этой основе назвали массой. Но это если верить Википедии, хотя тут, как я уже говорил, есть несколько довольно сомнительных, почему они называют все-таки минусом. Хотя к минусу, ну, это у нас косвенно относится, хотя у нас там ноль, а не минус. Собственно, вот такая вот картина. Так, он же камон, электрическую массу надо смотреть. Так, 0 для переменки масса. Массовый общий камон провод, общий провод для всех измерений, отрицательных и положительных. Ну да, так это получается у нас тогда 0. Хотя вот Википедия, опять же, немножко нестыковка. Спасибо Техно-ГК тоже за поздравление. Вот, поэтому, да фиг его знает, если честно. Вот на самом деле только что в Википедии посмотрели, там масса слова одно. А на самом деле, ну может быть да, потому что уменьшает массу самого изделия, ну типа вес, чтобы он меньше стал. Тяжелый делают корпус, и из-за этого назвали массой, а потом просто к людям прилипло и начали называть массой. Слово прилипло. Ну да, а вот светодиод, кстати, не одинаково горит. Я сегодня вот начал делать себе намод на кофр. Значит, прикольно решил вывести, короче говоря. Но это на другом канале уже, на том мото будет. Решил вывести, когда нажимаешь тормоз, не только лампочка тормоз загорается, но еще сверху на кофре на заднем. Но опять же, вот чего вымотанный такой тоже сегодня полдня с этим мудохался, ни хрена толком не получилось. Вроде кажется все нормально, но там все это разместить, это дурдом. В общем, будет на видео все на том канале, который про мотоциклы. Все расскажу, все покажу, блин. Вымотала меня конкретно. Такая вот картина тоже. Вот, собственно говоря, это про массу. Пишите также мысли, свои вопросы задавайте про остальное все. Поздравления. Вот такая, в общем-то, у нас картина получается. Что у нас еще? Что у нас еще? Наверное,
наверное. Смотрите, тут еще у нас по каналу, по нашему. Так, что у нас получается? Сейчас я переключусь. Рабочий стол. Однопроводная электрическая система удобнее. Ну, может быть, может быть. Так, переключаемся сюда. Не забудьте потом еще после видео зайти в это сообщество и проголосовать за тему следующего стрима. Не забывайте об этом. Ну, также, как я уже говорил ранее, заходите вот в Telegram. Сюда пимп нажали и зашли. Вот, читайте правила только нашей телеграмки. Такая вот тема. Что у нас еще пишут? Вот, спасибо большое тоже за поздравления. Будем стараться. На самом деле, я думаю, что, в общем-то, канал развивается не только благодаря мне, а благодаря всем подписчикам. Кто-то что-то пишет в комментариях, кто-то предлагает какие-то идеи, какие-то новации. Я все это, понятное дело, стараюсь влить, в общем-то, в сам канал, чтобы всем было интересно. Ну, хочется, чтобы людям здесь было интересно у меня. Кому-то очень, кому-то не очень. В общем-то, все относительно. Так, так, не согласен. Переменка имеет частоту, а с частотой шутки плохи. Ну, в общем, может быть, да. Хотя. Постоянка, постоянка. Но, в принципе, если ровно выглаживать через стабилизатор, то частоты не будет. Ну, с частотой, да. С частотой надо быть аккуратнее, потому что то же самое возбуждение загнать и так далее, это не сильно радостно будет. В общем-то, и блоки, и по некоторым нюансам на здоровье людей некоторые частоты влияют не совсем положительно. Launch 3. Вот, кстати, у нас недавно было на Телеграме, на нашем там канале, вот там вот, который я только что показывал, обсуждение темы, показали HD3, такое чудное, это Heavy Duty от Launch 431, ну, от Launch самого, от этих разработчиков китайцев, само устройство, которая стоит там $1200, что-то такое, плюс налоги, плюс пятое, десятое. Это еще без активированных, добавленных, в общем-то, ну, без программного продукта, насколько я понял по ситуации. Сделали, есть решение, если кто-то занимается грузовыми автосиками и хочет купить себе этот Heavy Duty 3, немножко вас обрадую. Есть у нас чудесная разработка, которая позволяет, в общем-то, заставить работать обычный ланч для легковых с грузовыми автосиками. Вот, где-то порядка в среднем с поддержкой софта на год выходит, ну, плюс-минус где-то в районе $250. Вот так вот. Ну, 250 это, сами понимаете, не 1200. То есть разница вот такая вот замечательная. Я думаю, в ближайшее время сделаю вам уже обзор готового изделия. То есть оно пока, можно сказать, вот такое вот на столе, проводочки, подключали уже к грузовым машинкам, работает вот так вот, просто жжет, значит, разрешает работать с некоторыми машинами, с иммобилайзерами, с конфигурациями. Ну, честно сказать, до этого у меня Хейвика этого не было. Именно с обычного ланча, то, что начали делать, он, получается, по результату теперь может работать и как Хейвик, и как обычный легковой ланч. Позволяет по некоторым машинам с конфигурациями работать. Ну, просто того стоит. Я думаю, в ближайшее время сделаю видеообзор всего чудного приспособления. Вот, думаю, что если кто-то собирается для грузовых покупать Heavy Duty 3, то с обычным ланчем это все можно будет делать. Причем немножко вас обрадую, даже не только третья Изи, а вторая Изи тоже с ним отлично работает. То есть вот моя Изи, сейчас я вам ее покажу. Так, это вот, кстати, этот самый ELM, с которым я творил чудеса. Вот моя Easy Lunch, старая добрая, замученная двушка. Она с грузовыми машинами через некоторое приспособление уже замечательно работает. Вот, так что я думаю, многим эта тема будет интересна. Вот, так что уже мы можем их делать тоже.
Так, что у нас тут народ пишет? Дайте-ка ознакомиться. Отвод постоянки безопаснее, чем переменка для тела человека. Да, 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 да. Но опять же, для тела человека у нас не только постоянка играет свою роль, а не ток напряжения, а, понятное дело, еще и сила тока. Потому что, в общем-то, формулу, надеюсь, помнят все, и убивает скорее ток, а не напряжение. Мне кажется, больше так. Вот так вот. Потому что ток может быть слабый, а может быть ай-яй-яй. Вава будет. Так, как я это понимаю, например, возьмем фразу массовые демонстрации. Это когда много людей собирается. Масса людей также и масса потребителей собрались вокруг общего массового провода. Оттуда и слово. Ну да, может быть массивный, массовый. Ну, то есть массивный это большой. Вот, массивный, то есть масса это ж, ну, вес у нас связан уже будет с притяжением, а масса человек, то есть при 9, сколько там, 9,8 у нас G, размер этот, блин, физику уже нифига не помню, забывал. Вот, это у нас механика, да, это механика, больше к механике относится, то от этого уже и массивный получается, то есть большой. Ну, фиг знает, то есть, опять же, может быть, Википедия в рот, а может не в рот. То есть, что там написано было? Я же при вас читал, я что не с головы взял по-большему-то. Так, Изя 3 с прошивкой под грузовые через понижающий адаптер не делает то, что HD делает. Я в этой теме уже юзал. Если можно вот эти детали, потому что там не только в прошивке дело, вот, если можно детали, можно будет эту тему обсудить в личке. Я думаю, мне это очень сильно поможет при этих испытаниях, которые сейчас буду делать. В общем-то, было бы это очень интересно, если тем более Павел уже тему эту проходил. Думаю, нам есть чего обсудить и, может быть, совместно придем к какому-то результату. Там далеко не только в прошивке дело, но мне было бы это тоже интересно, если честно. Если уже какие-то попытки были. Алексей Руль, приветствую тоже. Так, Ромер ТСВ, привет, поздравляю с юбилеем. Спасибо большое за поздравление. Спасибо за пожелания, за развитие канала. Будем стараться это все сделать. Вот, поэтому, кстати, да, Павел, сейчас у меня пока телефон временно выключен, но чтобы стриму не мешать и так далее, думаю, есть чего нам обсудить по этой теме. Кстати, у нас там тема еще подсозрела касаемо файлового сервера, тоже обсудим. Есть несколько мыслей, как-то грамотно сделать. Ну, в общем, обсудим все эти детали. Алексей, спасибо за поздравления. Спасибо большое тоже за поздравления. Вот, ну что, в общем-то у нас сейчас такой больше разговорчивый, скажем, разговорческий стрим идет. Технические темы, которые, скажем так, вот выползают, те и затрагиваем. Поэтому, если хотите на что-то техническое поговорить, ну вот пока пишите, абсолютно вольная тема у нас сегодня. Я думаю, некоторое время мы стрим еще проведем. И, наверное, будем потиху сворачивать через некоторое время. Поэтому пока задавайте свои вопросы интересные. Я сейчас подумаю, что вам интересного еще показать. С Украины задонатить. С Украины. Значит, расскажу сразу. У некоторых нет прямого доступа к Яндекс кошельку. Можно сделать через терминалы. Есть такой, в общем, портал, точнее не терминал, портал. Просто введите, например, положить на Яндекс с Украины, на Яндекс кошелек заплатить с Украины, ну или откуда-то еще там, по-моему, Казахстан где-то было, тоже, по-моему, запрещено с Яндекс, на Яндекс переводить, тоже можно. Если хотите, есть вариант, еще я выкладывал, можете на телефон положить, телефон вот он указан здесь, ссылку я тоже давал, заходите на МТС Бай и говорите положить на МТС телефон, ну, с Украины, там откуда-то еще, тоже всем огромное спасибо, кто будет оказывать такого рода поддержку. Буду всем премного благодарен и всех отблагодарим. Понятное дело,
большинству, во всяком случае, кого запоминаю, потом, ну, какие-то полезные плюшки падают. Вот. Кому какие, ну, не буду об этом сейчас говорить, но я думаю, в общем-то, никого особо не расстроил из тех, кто продонатился в свое время. Вот такая вот, в общем-то, история. Поэтому, если хотите продонатить, помочь каналу, то вот сюда на этот телефон, либо на Яндекс. Ну, под видосами почти под всеми это есть ссылочка. Вот, и там на некоторых даже пишется, как, куда, что. Как я еще раз говорю, если на телефон хотите, заходите МТС Buy, и там напишите, положить там с карточки такой-то страны на МТС, ну и так далее. В Гугле можно это спросить, тоже это все подскажут. В общем-то, вот такая вот картина. Ну что ж, я могу еще сказать. Смотрю, вопросов по оборудованию больше не задается или нет, что задается. Синоним слова масса является фразой большое количество. Большое количество масса потребителей. Ну да, да. Подключенный к общему для них массовый проводник. Как-то так. В принципе, да. В принципе, может быть. Ну, опять же, тут, мне кажется, у нас больше производное этого слова. То есть оно не сформировано, не продумано техниками было. Вот именно как слово масса. Поэтому сейчас толкований может быть много. Может быть, вот вне формата прав. Может быть, Википедия прав. Может быть, я прав. Может, кто-то еще. Ну, у нас есть предположения, в общем-то, с которыми можем либо соглашаться, либо нет. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, я думаю, так как нет заведомо верной технической трактовки, каждый примет просто себе свою точку зрения и, в общем-то, будет понятно. Ну, то есть, кто как примет, у того так и будет, в общем так. Спасибо, Игорь Алексеевич, за поздравления тоже. Вот, приветствую тоже, доброго дня уже, уже доброго вечера, извините, уже, без 15, нет, без 18, 8 у нас. Кстати, интересно, сколько у вас времени, напишите там. Я представляю, у кого там самое большое, у кого самое маленькое время. Интересно, на самом деле, вот напишите здесь в комментах сбоку сейчас. Народу сейчас немного, я смотрю, всего 18 человек. Ну да, я опять же выбрал время для стрима. Наверное, не совсем верное. Вот суббота, людям не до того, чтобы сидеть за компьютерами, смотреть. Кто-то с семьей, со своей, кто-то с товарищами где-то отдыхает. Да, опять же, тема не совсем техническая, поэтому я думаю, что ну, народу сегодня много, во всяком случае, во время стрима я и не планировал, что будет. Но, опять же, всем, кто пришел, все равно очень сильно благодарен, что вот так вот появились. Вадим, тоже приветствую. Так, самое большое у нас 22,45, самое маленькое 19,45, 42. Ну вот 22,45 у нас пока самое большое, наверное. Архангельск 19,43 разве? А как это? Я что-то... Архангельск, он там. Что-то я... Да, с географией у меня немножко туговато. Я что-то думал, что он там. Не, вот там, в смысле, для вас это вот там. Далеко на востоке, а он на севере у нас просто. А Алексей, тоже Беларусь. Да, кстати, интересно, напишите, кто откуда. Я думаю, многим будет интересно, кто с кем разговаривает, кто с какого государства, с какой страны. Вот, потому что, в общем-то, собираем людей, ай-яй-яй, откуда у нас на канале. Уже люди... Не, Вадим, я же говорю, я алкоголь не употребляю, я уже говорил. Из алкоголя у меня, как я уже говорил ранее, самые тяжелые напитки это кефир и квас. Безалкогольный, понятное дело. По причине того, что, в общем-то, года, наверное, полтора-два назад в нетрезвом состоянии, за что мне очень стыдно, на канале Telegram, на нашем, я немножко людям нагрубил некоторым, которые были, в общем-то, не заслужили этого. После этого я окончательно пришел к выводу, что алкоголь употреблять это не мое. Вот. До сих пор чувствую себя крайне неуютно перед людьми, которым там нагрубил. Поэтому, в общем-то, не буду пить и все. Потому что, да ну его, не мое это и все. Вот, кстати, Омск, я смотрю, тут у нас тоже есть далеко. Это на восток получается. Нет, для вас там получается с экрана, если я смотрю. Ну, короче, далеко на восток.
Классный город, кстати, Омск тоже. Потому что у нас весь, скажем так, неформалы все, основная масса у нас с Омска пошла в последние годы Советского Союза, если можно сказать так. Родина Белазов. Мне кто-то рассказывал на днях про то, что видел схему Белазов натуральные размеры. Прикольно. Вот, говорят, что там ой-ой-ой сколько. Так, глобус канала, ставь флажки. Во, кстати, тема. А как это сделать? Это программа есть какая-то? Или просто для себя делать флажки? Напишите там, если можно тоже. Это программа глобус канала? Или просто для себя пометки какие-то ставить? Потому что на самом деле, прикольно, знаете что? Вот я знаю, с Якутии вот ко мне уже блоки присылали. Откуда еще? С запада Франция была, блоки присылали, Германия, Черногория, Италия была. Ой, откуда только не присылали на самом деле. И заказы. На самом деле было бы интересно. Обычный глобус, да. Ну, в принципе, может быть, кстати, прикольно вот повесить просто. И просто вот флажочки маленькие, чтобы кто-то присылал такой вот по почте. И вот как раз на эту карту крепить. Наверное, прикольно было бы многим. Слушайте, точно, классная тема. Я думаю, что надо что-то такое сделать и просто на иголочках такие флажочки ставить. Формат какой-нибудь придумаем, будете просто присылать, кто не против. И вот как раз будет ваш флажок стоять на этом карте. На самом деле прикольно, интересно будет. Сделаем эту тему, однозначно сделаем. Запад Сибири, ну да, Запад Сибири. Так, Украина, Житомир. Так, Брянск. Вот, кстати, в Брянск собирался сейчас на соревнования ехать. Немножко планы поменялись. Там у вас по практической стрельбе намечается соревнование под Брянском. Интересно. Вот, но не получается. Не получается. Работа все-таки немножко перехватывает. Так бы под Брянском был бы в ближайшее время. Вот, магнитики. Магнитики. Не, ну магнитики, они ж магнитики, магнититься будут к магнитикам и перетягиваться, только если на холодильник. Кстати, прикольно на самом деле. Ну, только, наверное, не керамические, потому что они падают. У меня на самом деле катаюсь много где. Привозил поначалу керамические магнитики. И по результату бывает холодильник откроешь, это еще они падают, раскалываются. А вот если деревянные или такие бывают, ну, не разбивающиеся, гнущиеся такие немножко, то вот эти все целые. Вот такая вот картина. Киев. На железный глобус, ну да. Привет, Равиль, тоже. Привет, доброго вечера. Вот, уже, правда, собираемся скоро, наверное, стрим завершать, но все равно доброго вечера. Что еще я хотел сказать. Ну да, наверное, тема вот эта классная с глобусом. Ну, не глобус, я думаю, просто будет какая-то настенная карта, и в нее будут иголочки такие ставиться. Хотя, магнитом тоже было прикольно. Я думаю, интересно. Тяги Сирез, где встречаются своими словами без гугля. Так, Вадим, поздравляю с каналом. Спасибо за поздравления. Честно сказать, петляги стерезиса. Ну так это же получается на осциллографе, когда выводишь не от начальной точки, рисуем просто замкнутая. Где встречается, где встречается. Честно торможу, без гугля не скажу сейчас. Сейчас мозги глобально тормозят. Я думаю, что если у меня даже спросить, лицо все красное, наверное, видно, да. Давление троху поднялось, невыспанный, плюс еще мозги работают. Так. Где она может применяться? Не скажу так на скидку, не скажу, где она может применяться. Что-то я об этом как-то не думал, поэтому ответа на этот вопрос не дам. Не дам. Катушка может быть. Катушка индуктивности может быть где-то. Не скажу где. Ну, давайте с гуглом, кстати, на самом деле. Давайте с гуглом уже.
Что-то я вообще притупил по-страшному. Давайте посмотрим. Петля гистерезиса. Вот она, наша радость. Физических мгновенных отклик. Так. Мгновенный отклик на приложение, к ним воздействие зависит в том числе и от текущего состояния, а поведение системы на интервале времени во многом определяется ее предысторией. Для гистерезиса характерно явление насыщения в крайнем состоянии. Так, в электричестве, вот она наша радость. В электронике и электротехнике используется устройство, обладающее магнитным гистерезисом, различные магнитные носители информации или электрическим гистерезисом, например, триггер Шмидта или гистерезисный двигатель. Гистерезис используется для подавления шумов, быстрых колебаний, дребез контактов в момент переключения логических сигналов. В электронных приборах всех видов наблюдается явление теплового гистерезиса. Ну, собственно, навскидку все равно нифига не скажу. Наверное, это только сглаживать импульсы, колебания, когда реле перекидывает. Кондер с стабилизатором выполняет роль. Не скажу. Я, наверное, глобально туплю по этому поводу сегодня. Поэтому ответа на этот вопрос я не дам. Пускай мне будет стыдно. Вот так вот. Так. На сайте в уголке глобус с подключенными пользователями с определением по IP. Да? Ну-ка давайте на сайт зайдем. Я уже не помню, что там делал на сайте, по-честному. Так, это не он. Вот он. Глобус. Глобус. Где глобус? Нет глобус. Это наш канал. Кстати, на сайте, у кого не русский язык, а какой-то другой родной, можете вот нажимать, переключать. Вот азербайджанский, албанский. Выбираете английский. Вот здесь вот выбираете, какой у вас родной язык. И весь сайт можете на этом языке читать. Вот, например, персидский. Видите, вам теперь весь сайт стал на персидском языке. Так, а я вообще переключился сюда? Не переключился. Во. Что-то вам показываю, а сам нифига не делаю. Вот, видите, вот здесь вот закладка есть такая. Выбираете, какой у вас родной язык, если вам тяжело читать на русском. И выбираете, вот, например, польский язык. Видите, вот у нас сайт весь стал на польском языке. Выбираем, например, там, не знаю, исландский. Вот видите, сайт на исландском становится. Какой-нибудь там арабский, например. Вот видите, сайт становится армянский язык. Вот он на армянском языке переключается. Кому какой язык проще, вот здесь можете заходить и включать его. Сделал вот так вот. Мне кажется, это, ну, многим интересно будет эта фишка полезная. Кому удобно. Так. Так, на сайте уголочки Глобус. Не, читай основное. Всем привет с Казахстана, мои поздравления каналу. Зак Мисс, приветствую тоже Казахстану. Спасибо за поздравления тоже. Спасибо большое за поздравления. Вот, что вам еще интересное рассказать? Интересное. Так, Геннадий, так делают на разных сайтах. Да, я ж не говорю, что это я придумал. Я вам даже скажу более откровенно. Я эту тему взял у самого Гугла, это их разработка. Там просто ставится, как называется, плагин на сайт и делаются все переводы. Также я скажу откровенно, это не моя разработка. Вот, например, на сайте, что я еще полезный какой плагин поставил от Гугельсона, нашего любимого. Это вот на канал можно нажать сразу, подписаться, зайти. Вот это Google переводчик, это вот он и есть, это их, ну, сама эта фишка, плагин этот. Вот, ну, можно назвать, показать исходный текст, ну и также вот там сверху орудовать чего-то. Вот такая вот картина у нас по сайтику происходит. Возвращаемся обратно. Так, что у нас пишут?
Лекса, сначала люди плюют на здоровье и зарабатывают деньги, а к пожилым годам тратят бабло на здоровье. Как твое отношение к этой поговорке? Клиенты не чудят. Не совсем понял немножко этого вопроса. Люди плюют на здоровье и зарабатывают деньги, а годам тратят бабло на здоровье. Да, может быть, что-то в этом есть. Что-то в этом, наверное, есть. Сначала хочется вырваться, выкрутиться по полной, а, раскочегарить свою катушку, а потом, когда уже понимаешь, что с этим не справляешься, то начинают вылазить какие-то проблемы. Хотя, в общем-то, знаю, не буду называть конкретных людей, люди даже старше других, ну вот не буду называть конкретных людей, есть люди, которые, ну, пожилые, да, возьмем родственники, не родственники, это уже второй вопрос, да, в принципе, это просто рассказываю саму историю. А, Одни люди старше даже других, но двигаются постоянно, ходят, дают тебе нагрузку, там, дачи, не знаю, копать, ездить и так далее. И внешне, ну, бодрячком просто. Хотя, понятное дело, какие-то проблемы здоровья есть. Потом, другие, ну, вот просто сдались. И начинает вот куча проблем вылазить. Как бы это касается тоже родственников, ну, не буду говорить кого, куда и как, ну, взрослых родственников, старших. Вот. Есть те, кто сдаются, а есть те, кто, в общем-то, еще сражаются за жизнь, можно сказать так, двигаются. И внешне тяжело сказать, что, в общем-то, люди пожилые или старые, или что-то такое. Ну, понятно, что старые, пожилые, но болезни не так сильно проявляются. Человеку надо двигаться. Ну, вот опять же, не со мной будет сравниваться, хотя пример тоже вот довольно, ну, явный. Что со мной было те же, там, не знаю, 3-4 года назад, когда я весил там под 170 килограмм. Вот, помните, там даже первые мои видосы можете посмотреть, где я большой, и у меня 6XL этот размер, который я себе покупал, и то, что сейчас, вот, допустим, когда я там до сотки скинул вес, представляете, да, разница, у меня сейчас L, XL, это вот моя одежда. Просто живой пример, сейчас я спокойно забегаю на 9 этаж, вот, у меня норма в день, это вот минимум 12 километров 10 я должен пройти. Это минимум. Если не прошел, вот вечером пошел, поднялся, пошел гулять. Вот велотренажер стоит, тоже им дорабатываю себя. Это я скажу, это очень сильно разница. Я раньше на второй этаж подняться не мог. Я второй, третий этаж, у меня вот такой язык. Все, я отдышка атомная была. Сейчас все, совершенно все по-другому. Я считаю, что, понятное дело, возраст тоже будет у людей сказывается, но очень сильно сказывается и образ жизни, и как кто смотрит на то, что происходит вокруг. Если человек сдался, поддался болезням, все, это уже списали. Надо стараться, пока есть возможность, ползком выползать, что-то делать за свое здоровье. И люди, если есть кто-то с родственников, кто уже почти сдался, ну просто дайте силу, попробуйте хоть каким-то образом взбодрить, чтобы человек не просто лежал. Если есть возможность через силу как-то подняться, пусть начинает двигаться. В общем-то, такая картина. Нет, я не курю, я бросил курить, наверное, лет 7 уже или 8 назад. Вот. У меня, кстати, вообще интересная картина, я расскажу, если вам интересно. У меня все желания сбываются. Ну как, понятное дело, не оказаться там на Марсе где-то, все адекватные желания. У меня они сбываются, но сбываются, как это сказать по-русски, не по-людски. Вот. В свое время я загадал желание себе бросить курить. Вот, получилось так, тогда пересел, машина была, до этого Honda Accord была, я купил себе тогда BMW в тот год.
была компактик, малюсенькая какая троечка, и полез как раз, вот загадал желание бросить курить. Пытался бросать, ничего не выходило. Полез за пачкой сигарет, башкой тюкнулся об крышу, она ниже машины, чем аккорд оказалась. Ну и все, и голова кружилась. Ну и как-то вот так потиху бросил курить. Поехали с женой тогда в Палангу, и возвращались обратно, она говорит, попробуй не курить. Ну и я вот возвращался, как бы, и все, после этого все не курил. На самом деле, единственное, что я скажу, ну, откровенно, если быть абсолютно, наверное, во время там каких-то посиделок одну-две сигареты за это время, может быть, три. Ну, я не думаю, что больше. Сигареты, наверное, две или три выкурил. Вот, не больше. Сейчас, если уже брать такого рода какие-то никотиновые веселухи, скажем так, ну вот иногда кальян пробовал, но потом понял, что все-таки у меня от него голова немножко кружится, не совсем хорошо себя ведет. Ну и так как расслабон, таскаю с собой иногда, не буду рекламировать, нюхательный табак. Прикольная вещь, тоже не подсиживаюсь на него, ничего. Ну, так иногда прикольно, в общем-то, воспользоваться. Ни в коем случае его не рекламирую. Вот. Ну, просто интересно. Интересно иногда нос прочистить, в общем-то. Особенно, когда от простуды, от чего-то, погоды, климата, нос закладывает. В общем, такая чудная вещь, как вот это вот развлечение мне иногда помогает прочистить нос. Ну и немножко так вот цепляет. Интересная довольно тема. Ну, не будем об этом, будем о хорошем. Собственно говоря, вот именно все так проблемы у меня и происходят. Как-то вот загадал желание тоже бросить вес. Вот видите, то есть через здоровье пришло. Загадал себе желание бросить вес. Стрельнула спина, так стрельнула, что, скажу откровенно, месяца полтора по стеночке ходил, в туалете развернуться не мог. Представляете, что такое, да? По квартире вот от кровати до туалета дойти на уколах полтора месяца. Было два варианта решения вопроса. Либо операцию делать, спину резать, позвоночник, там какие-то хрени, либо все-таки нашли грамотного невролога, или невропатолога, нет, наверное, невролога, правильно. Женщина сказала, бросай вес, скидывай лишний. Тогда еще протянешь без всяких операций. Вот как видите, уже у меня 16, нет, 14 миллиметров грыжа. Во, представляете, что такое? Если больше 6, уже положена операция. У меня больше 16. И все, как видите, ничего не делали, никаких операций. Могу спину показать. Спина не резаная, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, постучать по дереву. Единственное, да, спину нельзя переохлаждать особо, но бассейн это, в общем-то, не вред. Даже холодная вода бассейна идет на пользу. Поэтому, как видите, в общем-то, тоже сбросил вес. У меня вот все, вот, чтобы я не загадал, оно сбывается. Но через такую, извините, не хочу говорить, что. Вот такая вот тема. Это вот про здоровье вот такое вот. Так, Саня уже бухой так. Ну, бухой. Так, осознанно проживаешь свои 100 лет. Молодец. Нас осталось мало. А, Но это наше время идет. Это наше время идет. Надо жить не прошлым, надо жить сейчас. Ну и рассматривать немножко будущее. Не строить какие-то планы там непонятные. Получать удовольствие надо от каждой минуты, которая вокруг нас постоянно. Я так считаю. Ну, не то, что там кидаться во все тяжкие, а просто вот все, что происходит. Вот сижу, например, вот кружка стоит, там чай был, вот, например, в ней, да. Выпил этот чай, получил от этого чая удовольствие. Вода вот стоит, фляжка. Пью воду, получаю от этой воды удовольствие. От любого действия, которое бы не проходило, в общем, надо, если оно не на вред здоровью и прочее, надо получать удовольствие. Вот такая вот. Так, со спиртом, ну, это уже каждому свое. Так, плаванием, да. Плавание хожу, ходить много, велотренажер я уже показывал, постоянно кручу. Иногда костюм на себя надеваю, чтобы лишнюю воду скинуть. Прогоняет неплохо, пить надо, много воды. Работа стараюсь не просто сидеть. Также у меня вон висят резинки эти такие в двери. Ну, мышцы постоянно накачиваться, работать в дверном косяке очень полезно. Тоже постоял, пошел там немножко пресс покачал, подсгибался.
выгибал спину, эти упражнения какие-то поделал и так далее. Есть целая технология расписанная. Есть канал одного грамотного человека, тоже на ютубе, доктор и фамилия его, не буду его рекламировать, но грамотный, на букву «Б» фамилия, он по телеку в свое время выступал. В общем-то, я считаю, что его упражнения мне тоже очень сильно помогли. Ходил, хоть и дорого у них, но вот курс физкультуры этой прошел у него, очень сильно мне помогло. Поэтому, в общем-то, спасибо и его технологии этой, потому что тоже считаю, что очень сильно мне помогло. Вот такая вот картина. Да, работа сидячая на самом деле. Почему я ушел с фур? Потому что постоянно раскрытая спина. Как бы тепло не одевался, в какие комбинезоны или так далее, то все равно спину задувает. Да, Вадим, правильно, это этот доктор, да, доктор Бубновский. Он очень сильно помог. Так, свой автосервис или школу открывать, думаешь? Автосервис... партнерка у меня со многими станциями. Так-то у меня частное унитарное предприятие, если возвращаться к каким-то нюансам, да, то есть официально работаю, никакой не левак, понятное дело. Вот, школу. Ну вот я курсы говорю, я пробовал вести. На прошлом стриме про обучение я говорил, что курсы конкретно группой людей проводить абсолютно бесполезно, потому что попадаются люди с различным интеллектом, различным уровнем знаний, различным схватываемостью разной. Поэтому научить нормально научить группу разных людей, чтобы они получили достойное знание, это абсолютно бесполезно. Это не начальное школьное знание, где всем одно и то же вдолбили в голову. До сих пор помню, что Гутенберг в 1441 году изобрел печатную машинку. Вот, но это уже другая история. И о чем я говорю, да. А тут работа немножко более творческая, хотя и технические основания какие-то у нее. Я считаю, что научить людей группу тяжело. Поэтому я считаю, что если кто-то хочет чему-то научиться, пожалуйста, индивидуальные вопросы, добро пожаловать. Вайбер, WhatsApp. Вот, телефон указан, кстати, тоже. На канале, в шапке везде есть. Добро пожаловать. Чем кому смогу, тем тому помогу. Так, к футболу. Честно, скажу откровенно, по футболу, по хоккею. Хоккей играть не умею, на коньках плохо стою. Я бы сказал, что не стою, со школы, наверное, не стоял. А футбол мне нравится играть самому, смотреть вообще не люблю. Ну, может быть, многие меня не поймут абсолютно. Я не люблю смотреть на спорт. Я считаю, что если спорт нравится, надо пытаться что-то делать. В свое время плотно занимался рукопашным боем, даже некоторое время тренировал в свое время. Это было все очень давно, можно сказать, и неправда. Потом, в общем-то, все это дело забросил. Это было очень-очень давно. Вот. Поэтому, ну, если нравится какой-то вид спорта, пожалуйста, вперед, показать другим свой уровень, либо показать, что стремишься к какому-то уровню. А так, ну, не знаю, смысл. Я понимаю, болеть там, переживать за свою команду, извините, просто не мое. То есть, ну, вот мое такое отношение к спорту. Если что-то нравится, самому вперед. Если смотреть не люблю. Поэтому вот так вот. Даже на гонки, даже, не знаю, там на рукопашный бой там какой-то. Я смотреть не люблю. Даже на стрельбу, которой немножко увлекаюсь, тоже не люблю смотреть. Интересно бывает, конечно, интересны какие-то моменты, интересные переходы, но это только для, может быть, личной практики, что такое, чтобы чему-то научиться. Когда я пью, мозги хорошо работают. Ну, это уже норму надо свою знать, надо знать свою норму. У меня по алкоголю нормы абсолютно не было. Как лыжи? Лыжи классно. Ну, у нас вот, я скажу откровенно, только сегодня снег с утра выпал. Я там в Телеграме, в нашей группе выкладывал. У нас снега даже не было. Касаемо лыж. Беговые мне нравятся лыжи, а горные вообще не могу. Не знаю, как вам это объяснить, но вот лыжные эти ботинки, там получается вот этот момент голеностопа где, да, вот здесь вот, а нога зафиксирована, и ты ее никуда не наклонить не можешь, ничего вообще, то есть. И я пытаюсь, ну, когда на горных лыжах спускаешься, пытаешься ногой что-то сделать, как-то, ну, работать именно самим голеностопом, и понимаешь, что
тебя ботинок это держит. Да, я понимаю прекрасно, что это безопасность, что ботинок тебе помогает, типа, чтобы ногу не сломал, когда упадешь или что-то такое. Это для безопасности все. Ну вот не могу из-за этого на ботинках этих, на лыжных с горы кататься, потому что потом снимаю, мышцы эти перенапряжены здесь жутчайше. Так, дети есть, дочка в этом году уже совершеннолетие планируется. Вот, кстати, на мотике это она рисовала у меня. Там вот, где на мод-канале, там, то, что она рисовала, то, что этот кот нарисован, это вот ее работа, ее труд на мотике, да. Так, золотая середина не навредит. Так, гимнастика, заниматься надо каждый день. Да, делаю. Делаю гимнастику, делаю, кстати, когда-то даже закидывал две сразу. Сейчас, вот видите, только одну могу до головы дотянуть. Совсем расслабился. Ну, на шпагат, кстати, садился раньше нормально. Сейчас вот столько где-то не хватает, чтобы нормально. Если интересно, сделаем какой-нибудь видосик. В общем-то, покажу, как это все делается. Вот. Ногу где-то полминуты пока держу, ну, 90 градусов. Уже не то совсем. Давно не занимался, в общем-то, думаю, надо возвращаться немножко. Вот. Мото или авто. Честно скажу, раньше любил авто, очень любил, особенно 4Х4, эти вот мои любимые, на которые можно куда угодно, когда угодно заехать. Сейчас нет. Я пришел к выводу, я не буду себе покупать машину. Скажу откровенно, поездок было много, очень много поездок было на машине, с учетом того, что она выжирала у меня где-то в среднем город, трасса 15 литров на сотку. Это выезжал, плюс я вот сел, просто скажу откровенно, посчитал, сколько я на эту машину потратил, амортизация, там масло замена каких-то деталей, замена топлива, вот это заправки все. Я сел, посчитал, это получилась такая страшная сумма в месяц. Разделил на 12, когда-то больше, когда-то меньше. Я понял, мне машина не надо. Просто мне машина абсолютно сейчас не надо. Для поездок у нас есть Яндекс Такси. Надеюсь, я его не рекламирую, просто рассказываю. То, что у нас, кажется, Минск большой город. Если не пробки, ну, скажу, чтобы всем было понятно, порядка $3 стоит переехать с одного конца города в другой. Да? Ездить мне так часто не надо. Опять же, есть общественный транспорт, который очень активен у нас, везде ездит. А так я стараюсь ходить везде пешком. Ну вот вчера, допустим, клиенты, которые там передавали блоки управления или забирали, я с одного конца города на другой город, свой конец города пешком просто шел. А если надо куда-то далеко ехать, пожалуйста, у нас каршаринг, прокат машин на сутки где-то порядка, можно найти за $20 нормальную машину, сутки прокататься абсолютно без проблем. Но это бывает крайне редко, здесь куда-то далеко надо ехать. А так, ну сейчас не сезон, а так на моте есть куда-то надо, ну и так далее. Поэтому вот от машин я не хочу, не буду себе длительное время какое-то покупать еще машину. То есть не хочу, устал. Просто устал, честно скажу. Так, что у нас еще? Спасибо большое, Вадим, за пожелания. Спасибо. Так, Александр с юбилеем. Спасибо большое. Спасибо за поздравления. Ну да, я согласен, это еще только начало. Да, 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 Геннадий, абсолютно грамотно сказано. Возит тело, а мото возит душу. Именно Honda Суперспорт. Ну, у меня BMW GS, как я говорил, 650 мотоцикл. Абсолютно согласен. Кстати, заметил интересную вещь. Когда едешь на... Начал замечать, когда начал кататься на моте. Едешь на моте, обращаешь внимание иногда, ну, более внимательно себя ведешь, чем на машине. И замечаю, что порядка 80% водителей автомобилей, они не следят за дорогой. Они реально не следят за дорогой. Они либо разговаривают с тем, кто сидит рядом, они либо уткнулись в свои мобильники вот так вот, то туда, 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 вот так вот, вот едут. Либо
говорят по телефону, смотрят одним глазом на эту дорогу. То есть это реально, это дико. А когда едешь на моте, каждый метр, реально каждый метр ты едешь, смотришь, контролируешь ситуацию, как может себя кто-то повести на дороге и так далее. Мне кажется, самым грамотным было бы решением водителей машин хотя бы раз в 2 недели садить на мод, чтобы они проехали и поняли, что такое внимательность за рулем. И мне кажется, это очень сильно сыграет какую-то определенную роль. То есть водители машин начнут ездить совсем по-другому, если они хоть чуть-чуть проедут на мотах аккуратно. Ну, может быть, мне так кажется. Потому что водители машин крайне невнимательные. Да. Я, честно скажу, и начал замечать за собой, как я ездил раньше. Просто взвешивать ситуации, что не столько следишь, постоянно контролируешь обстановку, как на мотоцикле, ну, просто едешь и тащишься, везешь свое тело. Правильно сказано, абсолютно верно. Так. Спасибо еще раз, Павел, за поздравления. Так, тема пошла в спорт. А как тебе работа? Женщина, банкомат и машина. Они требуют одного денег. Работа. Женщина, банкомат и машина. Нет, в этом плане с женой очень сильно повезло. Денег абсолютно не требует. В общем-то, сама работает. Единственное, ну да, на питание там какие-то нюансы, на какие-то покупки, на что-то еще из семейного бюджета, понятное дело, вынимаю из того, что я заработал. Вообще есть хорошая пословица, да, то, что зарабатывает жена, это личные деньги, то, что зарабатывает муж, это общесемейные деньги. Ну, в общем-то, наверное, так. Но, опять же, понимает меня прекрасно, если мне надо покупать какое-то оборудование, либо что-то еще, она не кричит, что там ей надо воротник новый купить из чего-то там, кошки, которая вчера мяукала и называлась лисой, да, понимает, что надо реально пойти купить какое-то оборудование, сколько бы оно ни стоило. Иногда даже сама чем-то помогает, если у меня вдруг не хватает, да. Это, в общем-то, с женой в этом плане повезло. Машина, да, очень много денег требовала. Это было такое, как я уже говорил. Поэтому машину я не хочу абсолютно, не хочу машину. Да, кто там спрашивал, ребенок у меня вообще от первого брака, сейчас у меня уже третья жена. Вот так вот. Вот так вот бывает. Почему разводился, здесь говорить уже не буду. Это отдельные личные темы. Когда-то, может, я был неправ, когда-то кто-то другой был неправ. В общем-то, это уже все прошлое. И надо жить не прошлым, а будущим. Вот так вот я считаю. Нынешняя жена меня полностью устраивает. Так. Да, на мотоцикле надо быть внимательным. Так. Да, надеюсь, понимает. Иногда, конечно, конфликтуем. Основной конфликт у нас с женой – это беспорядок дома. Это дурдом. Даже то, что у меня на столе творится, ей не нравится. Я говорю, ну ты хоть к столу, говорю, пожалуйста, не подходи. Нет, вот у нее должно быть все по порядку. Спасибо, что хоть шнурки от ботинков не гладит. Хотя была у меня одна знакомая девчонка, она реально гладила шнурки от кроссовков. Вот стопудово, говорю, не сочиняю. Даже если шнурки были круглые, бывают такие не плоские, а закругленные, она их тоже гладила. Была у меня вот одна такая знакомая, блин. Так что это уже отдельная тема. Так вот, поэтому, ну, здесь же, как я говорю, опять же, кому как повезет. Кому-то повезет, кому-то не очень. Это судьба, это судьба. Что-то в этой судьбе мы делаем сами. На все вещи надо просто смотреть иногда немножко трезво. Вот так вот. А не увидел, запал и побежали. Вот такая вот картина. Ну что, товарищи, граждане, будем, наверное, завершать этот стрим. То чувствую, у меня лицо вообще конкретно уже старое, все красное, не старое, красное его уже запинаться начал. Кстати, довольно интересная тема насчет мотоциклов, старые или новые. Буквально недавно у нас был очень интересный спор, пожалуй, отвлекусь. Очень зашел интересный спор про мотоцикл, он должен быть карбюраторный или инжекторный. Я признаю, конечно, что старый мотоцикл, если он карбюраторный, это хорошо, но только в одном случае. Если как хозяин разбираешься очень хорошо в карбюраторах. Я карбюратор, скажу честно, настроить не смогу, в принципе. Я пытался разобраться, у меня была Жига в свое время с карбюратором.
Я рукожоп по настройке карбюраторов. Ну, собственно, вот так вот. Это я говорю прямо, открыто, ничего не скрывая. Я карбюратор настроить не смогу, а если куда-то ехать надо далеко, с инжектором я что-то сделать смогу. Как минимум сделать ту же диагностику, посмотреть импульс, придет с коленвала с датчика, там с чего-то еще. Посмотреть, импульс приходит на форсунку или нет. Ну, у меня одноцилиндровая 650, если знаете, BMW GS 650. Вот. Ну, вот такая вот картина. С инжектором я что-то могу сделать в дороге, с карбюратором ничего. Поэтому, в общем-то, я придерживаюсь, что мод мой должен быть вот инжекторный. Карбюраторный я просто не потяну в обслуживании. Вот такая картина. Поэтому вот я придерживаюсь этого мода. Но более новые, опять же, на детали тоже ценники атомные. Потому что, опять же, смотря где брать. Вот приведу, кстати, интересный момент. Кажется, мотоцикл BMW, да. Надо был мне тросик газа. Хрень вообще, ну, примитивная, кажется, дешевая деталь, тросик газа. Куда уже проще, да. Начал ездить по Минску, искать тросик газа на мотоцикл. Вот нормально, сядьте на что-нибудь твердое, чтобы не стоять на ногах. Я вам скажу цену, сколько мне зарядили за этот тросик газа в Минске. Нормально уже готовы, да, к моему ответу на вопрос? 160 евро. Нормально, да? 160 евро магазины в Минске. Это дикость. Дикость, вообще дикость. Начал искать, на сайт BMW залез, 40 евро. 160 в магазине у нас против 40 на сайте BMW. По результату нашел на Allegro PL у поляков. Смотрю, 17 евро. О, праздник, думаю, бэушный, вроде нормальный тросик. Пятерочку там взяли, понятное дело, за доставку. Я считаю, это вполне адекватно. 22 евро отдаю за тросик. Как вы думаете? Думаю, бэушный тросик. Новый тросик пришел. Новый тросик за 22 евро стал. Против 160, за сколько мне его предлагали здесь у нас в магазине. О чем можно говорить? Оригинальный, кстати, пришел. Нормальный BMW по номеру. Абсолютно все соответствует. Вот такая вот картина. Поэтому где брать запчасти, это тоже нюанс. На новые, либо на старые мотоциклы. Вот такая вот картина. Спокойной ночи, Вадим, уже тоже, да, понимаю, уже уходишь. Вот. Да, реально позолоченный трос. Это дико, я говорю, это дико. Я понимаю, что всем надо за что-то жить, но, блин, это во сколько раз они накрутили? 28 раз. 8 раз накрутили цену. Почти, ну, всем где-то получается. Ну, это вообще, это Алис, хавайся в бульбу, как говорят у нас. В переводе для непонимающих, прячься в картошку. Вот так. Партизанская страна Беларусь у нас вот так вот. Поэтому у нас все хаваются в бульбу, прячутся в картошку. Вот такая история. Ну что ж, пожалуй, не будем о политике. Наверное, на самом деле, я думал, стрим минут на 20 хватит. Чувствую уже себя не совсем хорошо. Чувствую, голова красное, лицо, глаза прям чувствую уже вытекать начинают скоро. Давление, похоже, немножко подскочило. Вентилировать сейчас буду помещение. Вот. Про беспорядок тоже сделаем стрим в ближайшее время. Похоже, простыл немножко тоже. Вот. Спасибо всем большое, кто смотрел этот стрим. Огромное спасибо. Вот, спасибо за ваши поздравления, за ваши пожелания, огромное спасибо всем, кто смотрел его в реальное время, всем, кто будет смотреть, значит, уже видеозаписи. Надеюсь, всех подписчиков, зрителей просто видеть на нашем канале постоянно. Надеюсь, все будут активно участвовать в различных розыгрышах, конкурсах, да и вообще под видео в комментариях. На самом деле, как я уже говорил ранее, канал держится только благодаря всем вам, зрителям и подписчикам. Я просто стараюсь для вас сделать, чтобы вам это реально нравилось. Спасибо еще раз всем, кто участвовал. Всем крепкого здоровья, самого крепкого, чтобы у всех все классно получалось, были нормальные клиенты, своя машинка, чтобы вообще не ломалась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы такие, чуть побольше. До скорых встреч. Пока-пока. Буду рад вас снова увидеть у нас на канале. Еще раз спасибо всем за поздравления, за участие, за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.